Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Водопровод в бане своими руками. Пошаговая инструкция. Как правильно подключить парилку к водоснабжению. Грамотно организованное водоснабжение бани подразумевает бесперебойную подачу воды под неизменным давлением. Именно с поступлением воды обстоят большие трудности. Если подогреть воду несложно, достаточно просто включить бойлер или другой вариант подогрева, то с притоком воды не всегда все однозначно. Рассмотрим варианты организации подвода воды от разных источников – колодца, скважины. Разберем, как соорудить водопровод в бане собственноручно и как подключить парилку к предбаннику. Варианты водообеспечения бани. Старые дедовские способы, когда воду носили из озера или колодца и наливали в бочку, из которой потом брали, давно прошли. Теперь можно насладиться комфортом, регулируя подачу воды одним движением руки. Но чтобы все было именно так, следует подойти к вопросу водообеспечения бани с большой ответственностью. Прежде всего решается вопрос, какой источник воды будет использоваться. Выбор происходит между тремя вариантами – центральное водоснабжение, колодец или скважина. На самом деле, вероятнее всего, выбора не будет, а будет доступен лишь один вариант. В каждом способе получения воды есть свои плюсы и минусы. При возможности подключения к центральному водоснабжению вопросов возникать не должно. Здесь технически все ясно. Поговорим об автономном водообеспечении. О том, как получить воду из колодца или скважины с минимальными усилиями и максимальным результатом. Чтобы получить источник для водозабора в баню, необходимо иметь скважину или колодец, насосное оборудование, трубопровод с разводкой, бойлер, систему кранов. Если источник воды на участке расположен очень глубоко, придется нанимать специалистов с оборудованием для бурения артезианской скважины. И хотя за это придется заплатить определенную сумму, результат оправдает все ожидания. За пару дней у вас будет источник с качественной и чистой водой. Но если воды проходят очень близко, можно просто забить трубу, установить ручную колонку, 2 клапана, и вы можете пользоваться водой. Так называемый абиссинский колодец. Применим только для использования в теплое время года. Для зимы метод не подходит. Летнее водоснабжение. При условии, что баней пользуются только в теплое время года, прокладка водопровода будет осуществляться по упрощенной схеме. Трубы укладываются на глубине от 80 см до 1,5 метра. Главное, о чем нельзя забывать, это угол наклона системы в сторону скважины. Это необходимо для того, чтобы на зиму не осталась вода в трубах, так как ее замерзание может повредить целостность труб. Для организации водоснабжения необходимо запастись необходимыми материалами, оборудованием и инструментами. Помимо труб, насоса и фитинга, необходимо приобрести нагреватель для мойки в бане. Рекомендуемый объем около 80 литров. Также следует подумать о фильтрах. Летний способ водоснабжения выполнять проще. Помимо обеспечения водой бани, парилки и душевой, необходимо поливать растения, наполнять душ и обеспечивать различные нужды. Для подключения воды к бане при уже проложенному водопроводу летнего варианта можно использовать уже имеющуюся систему, проходящую по участку. Это позволит произвести минимум дополнительных работ и минимум расходов. Преимущества и недостатки летнего водоснабжения. Для обустройства летнего мобильного водоснабжения необходимо приобрести трубы для вашей укладки системы. Это удобно, но на время холодов систему следует демонтировать. Но народные умельцы приспособились при использовании жестких металлических труб оставлять их на зиму на месте, предварительно утеплив. Самая простая и примитивная схема водоснабжения бани с помощью последовательного соединения друг с другом
силиконовый шланг или остатков металлопластиковых труб. Этот вариант может быть временным в период монтирования стационарного варианта. Если используется шланг, специалисты советуют применять продукт с армированными нитями. Вся система строится под уклоном, который позволяет сливать воду по мере необходимости. И хотя мнения специалистов относительно необходимости уклона расходятся, лучше сделать так, как лучше. Погода может измениться резко, можно немного не успевать демонтировать систему, а с наклоном вы сможете слить воду и не переживать за целостность всей конструкции, а по свободе спокойно собрать части до следующего сезона. Если вода поступает из колодца, необходимо оборудовать систему так, чтобы вода туда же и сливалась. Для этого следует установить краны и выключатели. Все эти меры помогут обезопасить систему от разрушения и выхода из строя. Зимнее водоснабжение бани. К такому варианту водоснабжения нужно подойти очень ответственно. Привычный вариант с глубокой укладкой труб в грунт не совсем работает, так как баня – нежилое помещение и используется только от случая к случаю. Это значит, что малейший остаток воды замерзнет и выведет систему из строя, потому что температура помещения будет опускаться до уличной. Чтобы поломки можно было полностью исключить, в системе не должно быть воды. Для этого можно использовать вибрационный насос из источника воды с обратным клапаном. Это работает так. После выключения насоса вода из труб стекает и нигде не задерживается. Установка кранов или другого дополнительного оборудования не нужна. При таком варианте проблем с водоснабжением бани возникать не будет. Можно использовать и такой вариант, как дополнение труб греющими кабелями. Вариант дорогостоящий и не всегда надежный. По такой причине это аварийное отключение света сведет все усилия к нулю. При таком варианте необходимо устанавливать бесперебойные источники питания, что тоже стоит денег. Многие мастера используют различные варианты и схемы, чтобы вода поступала без проблем, но добиваются результата не все. Поэтому если баня используется зимой, ее надо топить, как жилище, всю зиму, или сливать все до малейшей капли, что тоже не совсем реально. Поэтому можно зимой отказаться от использования бани в полном объеме. Преимущества и недостатки зимнего водоснабжения. Возможность пользоваться баней зимой является огромным преимуществом, но, как уже было сказано, обустройство такой возможности требует временных и материальных затрат. Схематический алгоритм построения водообеспечения можно представить так. Если на участке еще нет источника воды, следует тщательно продумать самое оптимальное место и пробурить скважину или выкопать колодец. Следующий этап – разведение внешней системы водовода. Копаются траншеи и располагается система труб, желательно дополнительно утеплить их. Для этого в траншеи засыпается керамзит или укладывается минеральная вата. Глубина расположения труб ниже уровня промерзания грунта. После этого устанавливается насосное оборудование, фильтры, бак для воды. Следующий этап – разводка системы труб внутри бани. Соединяются вертикальные и горизонтальные трубы. Последним будет этап подключения сантехнического оборудования и проверки функционирования системы. Для бесперебойной работы насоса, от которого зависит поступление воды, следует учесть такие главные моменты: мощность, безопасность, размер скважины, высота водяного столба. Греть воду будет специальный водонагревательный прибор. Они делятся на емкостные и проточные. Емкостной прибор дает возможность экономить и получать горячую воду. После нагревания воды будет поддерживаться оптимальная температура. Учитывая большое потребление электроэнергии, в бане необходимо сделать надежную проводку. При сильных морозах во избежание размерзания труб воду необходимо сливать. Минусами данного варианта можно назвать необходимость дополнительных расходов и сложность в эксплуатации. Но если все требования по зимнему водоснабжению выполнять, то можно наслаждаться прелестями парилки в любое время года и при любой погоде.
насосы и трубы для водоснабжения. Говорить о централизованном водоснабжении не будем. Там все проще и довольно понятно. Что касается автономных систем водообеспечения, то независимо от варианта источника воды, скважины или колодца, необходимо поставить насос для водоснабжения. Это очень важный вопрос. Выбрать оборудование нужно правильно. Начинать выбор оборудования необходимо не с марки или мощности, а с типа насоса. Следует определиться, какой мотор брать – глубоководный, погружной или поверхностный. Очень важно сдать воду в лабораторию для химического исследования, питьевая вода или техническая, есть ли примеси и какие, узнать химический состав воды. Это нужно для того, чтобы разобраться с особенностью фильтровальных приспособлений. Расчет дебита источника воды и объемы водопотребления позволят подобрать насос правильно. Поверхностные насосы могут быть вихревые, со способом поднимать давление для неглубоких источников воды, центробежные для колодцев и не очень глубоких скважин и естественных источников воды. Погружные насосы бывают нескольких видов, их устанавливают при достаточно глубоких источниках. Погружной мотор для колодцев, погружной мотор для скважины. Погружной насос качественнее удовлетворяет потребности в воде, объемы и напору водяного столба. Рассмотрев насосы по типу погружения, давайте остановимся на конструктивных типах. Поршневые, центробежные, турбинные, роторные, вибрационные. Если есть вариант использовать или погружной, или поверхностный, сравните их возможности и характеристики, чтобы определиться. Основное, что можно сказать про поверхностный насос, просто в обслуживании и эксплуатации. Требует установки всасывающего и нагнетающего трубопровод. И хотя заявленная глубина всасывания 10 метров, на практике это не больше 7. При первом запуске, а также после простоев необходимо заполнение водой. Долгая работа без перерыва может закончиться перегревом и поломкой насоса. Эффективно работает только для летнего водопровода, достаточно шумный в работе. Глубоководный или погружной насос характеризуется так. Необходимо систематически поднимать для проведения профилактики и ремонта. Направлен на нагнетание. Функционирует с глубины от 10 метров. Не перегревается, так как слой воды надежно защищает прибор. Не требует консервации. Работает бесшумно. Что касается труб, самым оптимальным считаются металлопластиковые трубы. Откуда можно брать воду? Источник поставки воды – основа всей системы водообеспечения. Водоносные слои можно разделить на такие основные категории. Верхний водяной слой на глубине около 4 метров, максимальное наполнение достигается после осадков или весной, при таянии снега. Качество воды техническое, для питья и приготовления пищи не годится. Подземные воды. Слой наполнен водой постоянно. Глубина прохождения воды 10-20 метров. Артезианская вода. Располагается между пластами, часто под напором. Чистая вода. Расположенная на глубине около 50 метров. Брать воду для водообеспечения бани можно в обычном колодце, абиссинском колодце, артезианской скважине, фильтрованной скважине. Колодец – экономичный вариант. Несложная конструкция, глубина колодцев достигает 20 метров, в зависимости от пролегания слоев воды. Плюсами данного варианта можно назвать простота в использовании, дешевизна возведения, долговечность службы, постоянная подача воды. Минусы колодца в следующем: высокая вероятность попадания инородных предметов и представителей животного мира, небольшой объем воды, опасность загрязнения верховодным слоем. Нуждается в очищении и обработке дезсредствами. Есть вероятность заиливания. Абиссинский колодец – источник глубиной от 4 до 5 метров. Преимуществами данного варианта следует назвать такие моменты. Данная конструкция может быть воздвигнута в подвале. Быстрота в сооружении. Легко восстанавливается. Иногда нет необходимости в установке фильтра. Сооружение герметичное, защищенное от попадания инородных предметов. Срок использования достигает до 30 лет.
Высокая производительность. Недостатки сооружения в следующем. Часто нелегко подобрать насос. Высокий риск заиливания. Сделать конструкцию такого рода можно не на каждом грунте. При подключении нескольких точек потребления воды одновременно уменьшается напор. Фильтровая скважина, как правило, достигает глубины не более 25 метров. Пробурить такую скважину экономично менее затратно, чем артезианскую, но она будет функционировать не более 2 десятков лет. Сильными сторонами такой конструкции можно назвать хороший состав воды, легкость возведения, скорость возведения. Минусами фильтровой скважины есть такие моменты. Необходимо систематически прокачивать воду. Невысокая отдача воды зимой. Артезианская скважина очень глубокая, может достигать 50 метров. Бурение потребует больших затрат, так как нужна специальная техника. Но качество воды и долговечность сооружения перекроют все расходы. Преимуществами скважины можно назвать такие нюансы. Постоянный уровень воды, защищена от посторонних предметов и организмов, может охватывать несколько домов. Долгий срок эксплуатации, не заиливается во время использования. Но следует сказать о недостатках. Для бурения необходимы разрешительные документы. Качество воды может быть плохим в результате перенасыщения некоторыми элементами. Дороговизна. Если есть возможность выбора, определяйтесь, какой источник воды необходим именно вам. Как сделать водоснабжение бани своими руками? Пошаговая инструкция. Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить основные этапы разработки. Разработка схемы, планировка и покупка оборудования и материала, разметка на местности, копание траншей под трубы, измерение глубины источника воды, погружение насоса и заборной трубы, соединение труб, утепление насосной станции, монтаж труб в бане, подключение системы. Сделать водопровод в бане собственноручно можно. Главное учитывать все советы и рекомендации опытных мастеров. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.